Вторая попытка вызвать сатану. В прошлый раз мы не справились. Бафомет. Бафомет — это настолько противоречивая фигура, что в нем усмотрели все, что возможно. Сатанизм, дьяволопоклонничество, масонов, козла Мендеса, пропаганду смены пола и вообще сделали лицом торговой марки. Одновременно с этим Бафомет — это не бог, не демон и не ангел. Но что же он такое? Давайте разберемся в этой большой запутанной истории. История Бафомета, как демонического существа, начинается в XIV веке во время суда над тамплиерами, когда орден был обвинен в ереси за поклонение ему. Но само слово «Бафомет» появилось в июле 1098 года в письме французского крестоносца, которое было посвящено осаде Ахтиохии. На рассвете следующего дня они, жители Ахтиохии, громко призвали Бафомета, а мы молча молились в сердцах нашему Богу, и затем мы напали и выгнали всех их за городские стены. Летописец первого крестового похода сообщает, что трубадуры использовали термин «Бафомет» для обозначения Мухаммеда. И вот уже в 1307 году французских тамплиеров массово арестовывают и под пытками выбивают признание во всем, что не устраивало короля Филиппа IV. Список обвинений раздули до сотни, от ереси и гомосексуальных связей до плевков и даже мочеиспускания на крест. Филипп уже отрабатывал этот сценарий, когда похищал папу Бонифация VIII и обвинил его почти в том же самом. Однако, согласно Шенонскому пергаменту, тамплиеры действительно плевали на крест, и эти действия были призваны имитировать унижение и пытки, которым мог подвергнуться крестоносец, если его захватили сарацины. Также имеется достаточно обоснованная теория, что имитация поклонения Бафомету действительно являлась частью обряда посвящения тамплиеров. В обвинительном акте римского суда тамплиерам приписывали идолов, загадочные головы, то с 3 лицами, то с одним, а иногда и вовсе череп. Якобы они поклонялись им как божеству, веря, что те приносят богатство, цветение и плодородие. У тамплиеров действительно были позолоченные серебряные головы, обычные реликварии, но утверждения об идоле по имени Бафомет были уникальными для инквизиции. Никаких конкретных свидетельств о Бафомете нет ни в уставе тамплиеров, ни в других средневековых документах тамплиеров. Следующий пик популярности Бафомета произошел уже спустя столетия. В 1818 году имя Бафомета появилось в эссе венгерского востоковеда Йозефа фон Хаммер-Поркшталя, где он изложил псевдоисторию, направленную на дискредитацию тамплиеров и масонства. Опираясь на сомнительные археологические находки и тексты вроде романов о Граале, он утверждал, что тамплиеры были гностиками, а их идол — Бафомет. Привет всем, это я из будущего. Пока я монтировал видео, оказалось, что материала для понимания фигуры Бафомета оказалось слишком много, и чтобы не жертвовать информацией, я решил разделить видео на 2. Бафомет тамплиеров и Бафомет в оккультизме.